водила меня в рестораны, хотя мы не могли себе позволить рестораны. Но она водила меня в ресторан, мы заказывали что-то одно. Говорила, что я вырасту и буду есть в таких ресторанах. Мы едим с ней в таких ресторанах. Ну я как всегда, мама, ничего. Как всегда, прекрасно выглядишь, отличный костюм. Мне нравится. Да, мне тоже очень нравится. Я Марика, мне 40 лет, и я мама этой красивой девочки. Меня зовут Вероника, мне 22 года, и я дочка этой красивой девочки. Поправь волосы. Я тебя не слышу. Поправь волосы. Когда я узнала, что я беременна, я очень испугалась. Я рассказала это своему сейчас уже бывшему мужу. И сказать, что он был в восторге, тоже не могу. Просто все были напуганы. Никто этого не ждал. Хотя он был уже мужем, мы были женаты. Единственное, что я могу вспомнить, это страх. Она не была проблемным ребенком, немного плакала, нет, она была спокойной. Помню, что она очень много говорила, она говорила 1000 слов за 5 минут. Я быстро забеременела потом вторым ребенком. У меня еще есть сын 99-го года рождения. И как-то все сложилось так, что не сильно помню ее взросление, ее вот это первые 3 года жизни. Мои воспоминания о маме в моем детстве. Я хочу плакать. Другой вопрос. Не помню, чтобы она смеялась. В детстве моем не помню. Она всегда была грустная, всегда работала. Она была грустная, и я так думаю, я у нее не спрашивала, но я думаю, что из-за отца. Отношения, в которых она была, были нездоровыми. И я чувствовала, что она меня любит, когда она брала все свои последние деньги, хотела купить мне какую-то модную вещь. Даже если одну. Что за интервью такое грустное получится? Даже если что-то одно, она хотела тогда купить мне что-то, что именно я хочу, то, о чем я мечтаю, то, что я буду одевать и буду чувствовать себя комфортно или даже буду такой уверенней, потому что вещи всегда все равно придают какую-то уверенность, особенно в детстве, особенно в Украине, когда ты единственный мулат в школе. Она водила меня в рестораны, хотя мы не могли себе позволить рестораны, но она водила меня в ресторан, мы заказывали что-то одно, и она учила меня есть с ложки, вилки, то есть она учила меня этикету, как правильно есть. Говорила, что я вырасту и буду есть в таких ресторанах. Мы едим с ней в таких ресторанах. Ну я как всегда, мама, ничего. Когда я узнала, что я беременна, ну что я первое почувствовала? Страх. Что сказал тогдашний мой муж, тоже испугался. Ну, такого, что выход искать нет. Просто я лично думала, что делать дальше, знаю, что будет трудно, но надо жить с этим. И буду вопрос решать по мере поступления. Твои первые 3-4 года жизни не сильно помню, потому что там уже пошел второй ребенок, третий ребенок. Я единственное вспомнила, что ты очень много говорила, где-то 1000 слов за 5 минут, и еще грубо выражалась. Я вспоминала, что ты была грустной, другое я тебя не помню. Почему ты была грустной? Потому что отношения были нездоровые, насилие моральное, физическое. Я так думаю. Вот. Пошла слезка. Ну да, эта ситуация, это токсичные отношения, когда в которых я была жертвой, и я даже не знала, что можно быть не жертвой. Я думала, ну это оно и есть. Вот это и есть замужество, и другого не бывает. Хотя
У моих родителей было по-другому. Мой отец и моя мать — это, идеальные отношения. Я всегда думала, а почему у меня не так? Вот, и 12 лет я была в этих токсичных отношениях. И только потом поняла, что выход все-таки есть. То, что дети растут в семье, и ради детей хранить отношения, которые разрушают тебя, они разрушают и твоих детей. Вот ты помнишь только маму грустной, маму... Счастливые дети бывают только у счастливых родителей, поэтому если надо, и это крайний шаг, надо расставаться, чтобы дети росли с счастливыми родителями, даже если они не вместе. Еще я вспомнила походу в ресторан, как ты учила меня, вилка, ложка, нож, 300 вилок, 300 ложек, но я все равно не запомнила на сегодняшний день. Да. И ты говорила, что надо учиться, потому что я вырасту и буду есть в таких ресторанах. Да. Единственное, что я могу вспомнить, это когда она познакомила нас с тогдашним парнем, сегодня он уже ее муж. И когда мы его увидели, я с моим нынешним мужем, когда его увидели, конечно, мы отказались, сказали, что не хотим этого видеть, даже и слышать. Мы не соглашались, и она была в слезах, потому что она его любила, а мы его не хотели, не приняли. Все. Я не помню, чтобы с мамой ссорились. Мы прям ссориться так, чтобы не разговаривать друг с другом, не было. Может, обида, она могла меня никуда не пустить, когда я хочу пойти в клуб в Радмир. А в 12 лет я хотела пойти. Разногласия у нас постоянно сейчас, потому что мы живем с детьми, и у нее есть свое понимание, как воспитывать детей, а у меня свое. Вот. И в некоторых вещах мы не сходимся. Единственное, что я помню, это когда ты познакомила меня со своим парнем, и мы сказали с мужем, что нет. А ты что сказала? Я даже не посчитала это. Это не было такой ссорой. Это было единственные 2 дня напряга, когда у нас были контры, слезы, разговоры, но все равно вместе, но какие-то контры были. Я сказала, что у нас дети, мы по-разному видим воспитание детей. Но это не то, что мы ссоримся, мы просто по-разному видим воспитание детей. Да. Я балую. А я нет. А я воспитываю, да. Когда она бежала из Грузии с одним паспортом и билетом в руках, она прилетела сюда, и мы не могли поступить целый год, мы не могли поступить в универ. Было очень трудно, много слез. Это была война, которую мы победили. Самая сложная ситуация, в которой я видела мою маму, это смерть ее дочери. Я никогда ее такой не видела и не хотела больше такой видеть. Ей было очень тяжело. Я никак не могла ей помочь. Я видела, что ей никто не может помочь, только Бог ей может помочь. Ребенок разбилась, она упала с окна и разбилась насмерть. Батьку я помню, любящий. Человек, которая любила всех, обнималась все время. Даже когда мы ее наказывали, она просила: обнимите меня, просто обнимите меня. Любила варенье, сладости, супчики, салаты. Танцевала, все время танцевала с папой, танцевала, сама танцевала. Ей было 4 года, должно было исполниться 4 года в августе, а в июне это случилось. Я не пережила это все еще, я сейчас говорю об этом и не плачу, потому что я вчера ночью много плакала. Если время от времени находит, много плачу, потом не легче, потом я через время опять все находит, опять я плачу много, потом легче. Как-то так. Нет, с этим жить мы еще не научились. Мы еще учимся. Упала головой в работу, в блогерство. Она является, не знаю,
воздухом, которым мы все дышим. Она не только для меня, для всей семьи. Поддержка, радость. И я даже не представляю, что было. Ну, этого всего бы не было, если бы не было Вероники. Не было бы этой радости, не было бы поддержки. Я бы с ума сошла сама с собой, со своим горем, со своими трудностями. Без нее я бы с ума сошла. Но точно бы выставляла кучу фоток. Она же фильтрует, что я выставляю в Инстаграме. Вообще, она фильтрует все, что мы одеваем, как мы одеваем, что я снимаю, что я выставляю. Она меня все фильтрует. Мама лучший друг, подруга, она знает все. Мы разговариваем с ней по телефону, если я в другой стране, просто мы можем говорить 5 часов подряд. Я не знаю, какой была бы моя жизнь без мамы, но я даже не хочу об этом думать. Солнышко, ты мое солнышко. Вот ты светишься, и любая погода хорошая. Самая моя первая любовь, первое счастье. Знаешь, когда спрашивают, что ты почувствовал, когда, что у тебя, что ты подумал, когда ты его первый раз увидел? Когда я тебя первый раз увидела, думала, вау, белая. А потом поняла, что еще и не просто белая, а еще и, не знаю, как сказать, вот, заполняющая всю меня. Ты моя, я не знаю, как это, одного слова такого нет. Либо я просто мало читаю. Не знаю, что хочу сказать. Что люблю тебя. Благодарю тебя за то, что ты всегда находила эту грань между дружбой и материнством. Ты была моим другом, но ты меня не прям так, типа, все, что хочешь. Ну да, ты знала грань между материнством и дружбой. Да, ты еще говорила, тебе нужна не подружка, а мама, подружки у тебя будут. Вот я обижалась, но это правда. Да, хорошо. Люблю нашу дружбу, то, что могу тебе все сказать, ты не осудишь. То, что могу тебе позвонить в слезах и заканчивается все тем, что мы просто ржем. Или посадить тебя в ресторане без денег. Ешь, я приду за Да. Когда? Не скажи. Да, люблю то, что можно посидеть, наесться в ресторане, если не хватит денег набрать тебя, и ты приезжаешь и платишь. Да, это ценно. Love you. Ставьте лайки, подписывайтесь на этот канал. Спасибо, что досмотрели до конца. Да. Надеюсь, что эстетичное удовольствие вы также получили. Листаем около почки, как на русском. Около речки. Колокольчики. Окей. Ставьте колокольчики. Колокольчиком. Извините за мой русский. Хорошо. С Новым годом. И с Рождеством. Да. Пока.